Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. От имени Антидискриминационного центра «Мемориал» и Международного комитета коренных народов России я вас приветствую на нашем очередном экспертном вебинаре, который посвящен очень актуальной в наше грустное время теме, а именно вопросам безопасности разного рода. Эти вопросы напрямую затронули как правозащитные организации, уже давно, конечно, так и в последнее время мы видим, что беспрецедентные репрессии обрушились на активистов э, повестки прав коренных народов, прав этнических меньшинств, тех, кто развивал какие-то вопросы регионализма, федерализма и так далее. Как вы все, конечно, знаете, в последнее время этих активистов самых различных, как формальные группы, так и неформальные, как людей, так и организации, признали экстремистскими организациями, потом террористическими. И вот совсем недавно, 9 апреля, Верховный суд Российской Федерации объявил экстремистским международное мемориальское движение. То есть таким образом и все организации мемориальского толка, наши коллеги, сторонники мемориалов, и многие из них остаются в России, все они оказались в риске вот этом еще и дополнительном. Поэтому мы решили провести вот такую встречу с экспертами по разным вопросам. И первое слово я хотела бы дать Марии Мичуровой, активистке, принадлежащей к коренному народу Саами, которая непосредственно подверглась репрессиям в декабре 2025 года, когда по всей стране прошли обыски, допросы, и две наши коллеги, Дарья Егерева и Наталья Леонгард, оказались под арестом и до сих пор там находятся. Мария, расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте, как вы пережили вот этот трудный момент, что оказалось самым, может быть, неожиданным, что трудным, с чем труднее всего было справиться, что все-таки помогло справиться с ситуацией, и какие проблемы именно для активистов, защищающих права коренных народов, вот в текущих обстоятельствах вы находите самыми важными. Пожалуйста, у вас 15-20 минут. Всем здравствуйте. Меня зовут Мария. Сейчас я скорее поделюсь своим личным опытом, который, надеюсь, больше никому не придется пережить, но к нему нужно быть готовым. И на моем опыте мы, наверное, посмотрим ошибки, какие можно допустить, точнее, с какими можно столкнуться, и в дальнейшем их не допускать, когда вы столкнетесь с чем-то подобным. Я Сами, это коренной народ Арктики. Проживаем мы в Норвегии, Финляндии, Швеции, в России на Кольском полуострове. И уже много лет я занимаюсь правами коренных народов, а именно сохранением языка, культуры. Участвую в таких международных процессах, как ООН, это МРИП, экспертный механизм по правам человека, КОП по изменению климата и ФАО продовольственная безопасность. Но, несмотря на вовлеченность в эти процессы, я всегда думала, что я не очень заметная, что я просто сохраняю язык, противостою той или иной дискриминации, тихо, мирно и в рамках закона. И что меня не коснется то, что в итоге произошло. И думаю, многие уже читали, да, об организованном рейде на коренных активистов России. И я очень хорошо помню день, когда все началось. Они пришли ко мне 17 декабря утром, я еще спала, проснулась от стука в дверь, и моя первая мысль была — это ФСБ, потому что так настойчиво и громко, даже немного угрожающе, ко мне никто никогда не стучал. Дверь открыл им родственник, и они довольно уверенно прошли до моей спальни, но муж задержал дверь, и первое, что я сделала, это спрятала ноутбук, написала СМС и выключила телефон. Я использовала эти 1,5 минуты на максимум, и только потом пустила их в спальню, получается. Они мне вручили повестку, мол, я должна
явиться в Следственный комитет около 8 утра, но пришли они ко мне после 9, якобы я не явилась. Все это для того, чтобы я не успела подготовиться, не успела сообщить кому-либо заранее. Они забрали телефон, паспорт и в итоге отвезли в Следственный комитет, где я находилась около 6 часов на итоге. По дороге сотрудники ФСБ были дружелюбными, говорили о каких-то отвлеченных вещах, явно пытались меня разговорить, успокоить, расслабить. Но я понимала, нужно собраться, нужно срочно решить, как себя вести. И я выбрала тактику молчать. И это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Потому что там работают обычные люди, и как только вы начнете отвечать даже на не касающиеся дела темы, вы можете отвлечься и сказать лишнего. И поскольку телефон у меня забрали, и я его успела выключить, разблокировать при них я отказалась, хотя они мне его давали на пару минут как раз-таки для этого. Но так вышло, что адвоката я не внесла в экстренные контакты, и вот это была моя ошибка. Да, о чем я потом немножко пожалела. И настоящий страх пришел именно тогда, когда мы не могли быстро найти номер адвоката, и они начали угрожать, что в воспитательных целях закроют меня на сутки без связи, что якобы я отказываюсь свидетельствовать. Мужу все-таки удалось найти адвоката. Я мурыжила сотрудников в полном молчании около 2 часов до его приезда. Все это время они пытались вывести меня из себя обвинениями в иностранном финансировании, перечисляли мне поездки, имена людей, с которыми я пересекалась, просили рассказать мне про Дарью Егереву, и тогда они меня отпустят. Отмечу, что они довольно много знали о моей деятельности, о том, в каких конференциях, поездках я участвовала, мероприятиях, и что-либо говорить без адвоката я отказывалась. Они давили, сначала говорили: зачем вам адвокат, вы же свидетель, мы просто поговорим. И вот я хочу остановиться на этом поподробнее, потому что именно здесь многие могут сделать ошибку. Допрос — это не разговор, и следователь ФСБ, они не пришли разобраться и просто поболтать. Их задача — получить от вас информацию, даже маленькую, за которую они смогут зацепиться и начать раскручивать. И атмосфера, вот это дружелюбие, которое они приняли в начале, это тоже часть этой задачи. Со мной начинали мягко, спрашивали о самочувствии, говорю ли я на родном языке, как культура влияет на человека. Постепенно перешли к вопросам о людях, которые живут за пределами России. Постепенно тон их изменился, начали говорить, что в итоге уже дело серьезное, это не просто разговор, что я нахожусь на допросе по делу о терроризме. Да, вот этот резкий скачок, что перевести меня из свидетеля в соучастника очень просто, и доказательств у них будет достаточно. В качестве примеров мне даже приводили кейсы реально террористических организаций по типу ИГИЛ, и как сажают тех, кто даже косвенно имеет к ним отношение. Когда адвокат прибыл, было принято решение ничего, кроме общеизвестных фактов, только публичные мероприятия, открытые источники, короткие ответы «да», «нет», «не знаю», «не помню» и ссылаться на 51-ю статью. По ней вы имеете право не свидетельствовать против себя. Тут присутствие адвоката было очень важно. Следователь перестала раскручивать вопросы, задавать вопросы вне своего протокола, потому что у него были вопросы выписаны заранее. И, конечно, никакого сотрудничества, потому что я понимала, все, что я скажу, может быть использовано против меня и против других людей. Сотрудничество с ФСБ — это яма, из которой потом очень сложно выбраться. И еще одна вещь, которая мне очень помогла, это муж. Мы заранее оговаривали, что говорить и как действовать, и его присутствие, ему разрешили находиться рядом со мной, но не на самом допросе, то есть его просто вместе со мной отвезли в Следственный комитет. И он настаивал в соблюдении закона, он контролировал, что происходит, это помогало и мне держаться и оставаться собранной. Частенько и сотрудники ФСБ сбивали его требования говорить только уважительно и в рамках закона.
Поэтому найдите человека, который может контролировать процесс хотя бы удаленно, поскольку это огромный стресс, и держать все в голове сложно, когда ты под таким пристальным наблюдением. Ам, и вот наличие доверенного лица, знающего о том, что происходит, с вами, так или иначе успокаивает. И обычно, ну, у вас есть пару минут, пока стучаться или выламывать дверь, и написать условный код доверенному лицу, у которого будут инструкции, как действовать, кому звонить. Всегда требуйте адвоката, вы имеете на него полное право на допросе, будь вы свидетель или подозреваемый. Тем более, что от одного статуса к другому всего один шаг, как я поняла в процессе допроса. Адвокат все же дает уверенность, и вы можете не отвечать ни на какие вопросы без его присутствия. Если вам отказывают, что тоже вполне реально, потому что я знаю такие кейсы, слышала, где не давали связаться с адвокатом или с кем-либо, то придерживаться максимально коротких ответов. Опять же, да, нет, не помню, не знаю. Теперь о том, что помогло мне после. После допроса подруга помогла мне связаться с первым отделом, и они мне помогли выехать из России сразу же до того, как у меня бы перевели в статус соучастника. Э, Далее поддержка вот АДЦ «Мемориал», Culture Survival и других организаций, проявивших солидарность. Это все конкретные люди, которые вывезли меня, которые говорят о том, что происходит с коренными народами в России, которые не дают этой истории утихнуть. И эта поддержка также влияет и на ментальное состояние, что когда ты проживаешь это не один, наверное, это ощущается проще, вот в этом солидарности и чувстве поддержки. И думаю, международное внимание это тоже реальный защитный механизм, не гарантия, к сожалению. Но когда вас знают, это меняет контекст, это делает давление на вас более заметным и более дорогостоящим для тех, кто его оказывает. Э, Я не знаю, кому постучат завтра. Может быть, кому-то из вас, может, к вашим коллегам и коллежанкам. Никто от этого не застрахован, к сожалению. И не хочу нагонять парной, просто к этому нужно быть готовым. И иногда лучше перебдеть, чем недобдеть. И, наверное, мой итог такой: это знать свои права, иметь номер адвоката в экстренных контактах, договориться с близкими заранее, что делать, кому звонить и как действовать, не изолироваться. Важно быть частью сетей и поддерживать также международные связи. Заранее блокировать телефон, не давать пароли и пин-коды от сим-карты, использовать все инструменты цифровой безопасности и не забывать заземляться, если к вам уже пришли. Потому что, ну, вот эта практика, которую мне дала психолог на случай обыска, чувствовать твердый пол под ногами и концентрироваться на этом, это успокаивает. Ну и, и помогает вернуть контроль над ситуацией. Вот это, наверное, все, как я вижу, что работало, что было не очень продумано с моей стороны в процессе. И на этом, думаю, все. Спасибо. Берегите себя. Да, большое спасибо. Мы, конечно, проявляем солидарность в таких случаях и будем поддерживать, и поддерживаем Марию, как можем, делаем все, что в наших силах, и будем поддерживать тех, кому требуется помощь и какая-то международная огласка. Один из докладов сегодня будет посвящен как раз международным инструментам, которые помогают донести информацию до всего мира о том, что сейчас происходит. Мы, наверное, если у кого-то есть вопросы, можно, наверное, их писать в чате. Мария так вышло, что она говорила очень коротко, так что у нас немножко будет больше времени, может быть, для ответов на вопросы, если такие будут.
Я хочу тогда предоставить слово нашему следующему спикеру, который тоже, как эксперт по безопасности, будет говорить о ситуациях, когда требуется срочная эвакуация, срочный отъезд. Дима Старовер, пожалуйста, вам слово. Да, коллеги, добрый вечер. Большое спасибо за приглашение, за организацию этого вебинара. Меня зовут Дима, я один из сооснователей проекта «Вывожук», который 3 года занимался эвакуацией политически преследуемых россиян, в основном россиян, которые уже столкнулись с уголовным преследованием. И я, наверное, продолжу линию предыдущей докладчицы, чуть больше расскажу про общие правила безопасности и общие правила реагирования в кризисных ситуациях. Да, собственно, я бы хотел коротко обсудить, как действовать в кризисных ситуациях, как быть готовыми к экстренной эвакуации и как правильно оценивать свои риски. В первую очередь, конечно, мы касаемся бытовых вопросов, да, и об этом уже немного говорила предыдущая докладчица. Очень важно вообще перед тем, как начинать какие-либо движения, если вы продолжаете свою работу в России, сделать несколько дел. В первую очередь оцифровать документы, которые подтверждают вашу ситуацию, и передать их доверенному лицу, которое находится не в Российской Федерации. Это, конечно, найти адвоката, связаться с НКО или правозащитной организацией, которая может помочь с поиском. Адвокат – это критически важная вещь, и критически важно заранее подумать о том, кто будет вам помогать в экстренной ситуации, потому что это может вам очень сильно облегчить весь процесс. Также это генеральная доверенность для того, чтобы ваши близкие или родные могли решать ваши бюрократические вопросы, когда, например, вы будете уже не в доступе. Про загранпаспорт. Очень важный пункт. Загранпаспорт нельзя хранить у себя дома. Загранпаспорт – это документ, который позволит вам в кризисной ситуации вылететь из страны и прилететь в страну, с которой у России нет никаких договоров о взаимной выдаче. Поэтому важно загранпаспорт хранить не дома, а передать его доверенному лицу, другу, который или подруге, которая никак не связана с вашей работой, у которой он будет храниться на случай кризисной ситуации. И также отвязать свою российскую сим-карту от критически важных сервисов, например, от банкинга, либо от сайта госуслуг, для того, чтобы кто-то другой, опять же, может быть, ваши родные или родственники имели доступ к этим сервисам, если с вашей сим-картой что-то случится. Когда мы говорим про эвакуацию, важно также вообще до того, как принять какое-либо решение и до того, как кризисная ситуация возникнет, подготовить себе почву для того, чтобы вам было проще реагировать. В первую очередь нужно понять, есть ли у вас в городе или там, где вы проживаете, некое безопасное пространство, куда вы можете уехать на время каких-либо оперативных или разыскных мероприятий. Это может быть квартира ваших знакомых, квартира ваших родственников, желательно та, которой мало кто знает, да, и та, которая не напрямую с вами связана. Это подготовить чистый телефон. Что мы вообще подразумеваем под чистым телефоном? Это новое устройство, которое никогда не включалось в вашей квартире, в вашем основном месте проживания. Это сим-карта, которая также зарегистрирована не на вас и которую вы не включали в свой старый телефон. Это вот чисто устройство, которое вы готовите только для того, чтобы использовать его в экстренном случае. Туда стоит добавить экстренные контакты, контакты адвоката, контакты родственников, если вам это необходимо, контакты коллег и всех, кто может вам помочь в этот период. Подготовить наличные деньги. С момента, когда происходит кризисная ситуация, вы, скорее всего, не можете больше пользоваться банковскими картами, потому что вся эта информация будет отслеживаться. Поэтому заначка в виде налички критически важна. Не факт, что у вас будет время и возможность снять эти деньги, либо найти варианты, как их снять. И про загранпаспорт я уже сказал. Подготовить загранпаспорт, отдать его доверенному лицу или подготовить второй загран. Да, это тоже возможность, это легально, вы можете запросить второй загранпаспорт для того, чтобы один хранился у вас дома на случай обысков, и тогда вы ничего не потеряете, а второй хранился у доверенного лица. Теперь про угрозы.
Собственно, с какими угрозами сталкиваются политически преследуемые люди? В первую очередь это физическая слежка, и физическая слежка – это то, что может происходить до прямого преследования. То есть, как правило, это сбор информации. Например, если это наружная слежка, то она бывает двух видов. Она бывает скрытой, она бывает достаточно явной. Как правило, второй вариант используется для того, чтобы вас запугать. Первый используется для того, чтобы собрать какое-то количество оперативной информации. Куда вы ходите, с кем вы общаетесь, где вы кушаете, кто ваш круг общения, как вы взаимодействуете с коллегами и так далее. Это достаточно сложно заметить невооруженным взглядом. Да, есть разные способы, разные инструкции. Там самое банальное – отслеживать, какие машины стоят у вас во дворе. Если появляется машина, которую вы не знаете, которую вы никогда не видели, люди, в которой сидят достаточно продолжительное время и ничего не делают, то, наверное, стоит подумать о том, что это может быть потенциально слежка. То же самое касается вашей квартиры, вашего жилища. Да, туда может быть установлена прослушка, и вы это, скорее всего, не заметите. Поэтому, если вы сталкиваетесь с какими-то высокими угрозами на работе, важно учитывать, что возможно, и такое потенциально возможно, что ваша квартира может прослушиваться, и за вами могут следить. Про цифровую слежку я не буду много рассказывать. Я думаю, что об этом еще поговорят коллеги. Я чуть больше затрону тему оперативно-розыскных мероприятий. Они также могут проводиться как уже во время преследования, так и до начала политического преследования, имеется в виду прямого преследования и прямого давления. Это в том числе автоматизированные системы типа системы SORM, да, которая анализирует и отслеживает все входящие звонки по открытой связи, интернет-соединениям и так далее. Это система «Розыск Магистраль», которая полностью отслеживает все покупки авиабилетов, ЖД-билетов и любых билетов, которые вы покупаете на собственное имя внутри России. И вот дальше мы поговорим о том, как этого постараться избежать. Собственно, самые распространенные ошибки, которые мы встречали в нашей практике, это в первую очередь публично сообщить о своем намерении уехать. Это должна быть информация, которая доступна только очень ограниченному кругу лиц. У нас были случаи в практике, когда к людям приходили сразу после постов о том, что они хотят или собираются выехать из страны. Дальше это брать с собой старое устройство, это старый телефон и компьютер. Опять же, мы здесь исходим из того, что, скорее всего, ваш основной телефон может отслеживаться. Если в нем вставлена ваша симка, которая зарегистрирована на ваше имя, у силовиков будут данные и возможности вас отследить. Это использование банковских карт для оплаты покупок и во время эвакуации, и в целом после того, как на вас начали оказывать давление, так как, опять же, есть отдельные системы, которые помогают автоматизированно отслеживать эту информацию. Самое важное, одно из самых важных, к чему подвязана система «Розыск Магистраль», это покупка билетов на поезд, самолет на свое имя. Опять же, это может происходить до официального уголовного дела, до официальных обысков. Если против вас есть оперативно-розыскные мероприятия, на вас могут поставить флажок, и все билеты, которые вы покупаете на свое имя, будут автоматически отсвечиваться в базе, и это будет просто для вас небезопасно. В нашей практике, опять же, есть большое количество случаев, когда людей задерживали и до начала уголовного преследования только потому, что они купили билеты на собственное имя. То же самое касается отелей, либо каких-то ночевок в официальных структурах, в официальных отелях, где вы оставляете свои паспортные данные. Это также все может быть отслежено. С этим нужно быть аккуратнее. И еще одна важная вещь, которую стоит подготовить до начала преследования, если вы продолжаете работать в России, если вы собираетесь работать в России дальше, это кризисный протокол. Да, то есть это некий документ, желательно на одну страницу, состоящий из очень понятных коротких пунктов, где вы сами для себя прописываете, что вы будете делать в каком-то из кризисных ситуаций, в какой-то из кризисных ситуаций. Например, в ситуации обысков, либо в ситуации давления на ваших коллег, либо в связи с сообщениями о том, что это преследование возможно и вероятно. Очень важно разработать заранее какой-то свод правил и предупредить об этом своде правил своих партнеров, либо ближайших родственников, друзей, которые смогут вам с этим помочь в случае преследования, в случае ситуации преследования, который должен фиксировать вот какие-то основные
тезисы того, как вы будете действовать в этой ситуации. У меня здесь есть пример такого кризисного протокола, я обязательно с ним поделюсь, и если будут вопросы, также постараюсь на них ответить. Спасибо. Да, спасибо, Дима. Действительно, вот с проблемами, которые люди, как правило, на себя как бы не прикидывают, не ожидают, вот людям приходится сталкиваться, и одна из самых главных проблем – это действительно неготовность к быстрому наступлению экстренной ситуации. Следующий наш докладчик будет говорить о проблеме, которая скорее встает перед теми, кто уехал уже, но тем не менее вопросы и слежки, и нежелательных каких-то контактов, удочек, которые забрасывают силовики, даже в адрес тех, кто уже уехал и не находится в Российской Федерации, эти проблемы все равно остаются. И в основном, конечно, наша аудитория сейчас это те люди, кто уехал или, возможно, может оказаться в ситуации экстренного отъезда, поэтому мы решили поподробнее поговорить о проблемах фишинга. Наш следующий докладчик Тимофей Дубровский, специалист по цифровой безопасности. Пожалуйста. Да, спасибо, Ольга. Всем здравствуйте. Я из Перми, и я больше 4 лет в изгнании. Сейчас я работаю в 2 больших организациях. Это ЦЗПЧ «Мемориал», я там член совета и координатор технической команды. И второй коллектив – это РКС Global, я там делаю исследования. И вот мы недавно сделали исследование про то, как топ-30 российских приложений следят за пользователями и пользовательницами. Горячо рекомендую посмотреть, если интересно. Обычно я рассказываю о том, как силовики используют диджитал-методы для того, чтобы гоняться за людьми. И вот это основные векторы, о которых я обычно говорю. И мы сегодня будем, как Ольга сказала, говорить только о фишинге. У нас есть меньше 20 минут. Ну, вы можете посмотреть в течение полуминуты, пока я что-нибудь говорю, про то, как силовики могут атаковать и как они атакуют. Там первое связано с тем, кто находится на территории России. Третье тоже связано с тем, кто находится на территории России. Все остальное, оно связано со всеми. И иногда люди говорят, ну, я уехал, что вы мне сделаете? Но, к сожалению, мы находимся сейчас в эпидемии фишинга. И фишингом, так или иначе, или обманом, ну, фишинг как частность обмана, пользуются силовики. Есть люди, которые с 9 до 6 сидят и делают эти письма, сообщения в Сигнале, сообщения в Телеграме, в WhatsApp, везде, где могут, для того, чтобы получить данные, которые им интересны. И обычно есть 3 основные вещи, которые они используют. Это авторитет, срочность и какая-то эмоция. И вот есть пример на изображении, когда силовик в в своем офисе пришел утром на работу, создал новый телеграм-аккаунт, написал там какое-то имя важного человека в сообществе. И от этого лица начал писать сотрудникам этого человека. И говорить им срочно, ну, как бы вертикально, авторитарно, как бы ссылаясь на авторитет, то, что человек должен что-то сделать. В этой ситуации было написано: к вам представили человека от ФСБ, Гордеева В.А. Он свяжется с тобой в ближайшее время и более детально прояснит ситуацию. Почему тобой заинтересовались? Могу на тебя рассчитывать? И это, ну, может быть невероятно тревожно. И мы в мемориале сталкиваемся с этим уже много лет. И сейчас примерно все сообщество организаций, людей, активистов, активисток, которые уехали, остались, сталкиваются с фишингом. Это эпидемия, в середине которой мы находимся.
И это грустная тенденция, потому что это невероятно широко распространено. И как результат, как часть того, что получается в результате этих фишинговых атак, есть данные, которые оказываются в публичном доступе. Например, есть сайт, который называется Undersite. И на нем опубликованы куча исследований про разных организаций. Там про мемориал, про Норвежский Хельсинский комитет, про кого-то еще. И внутри этих материалов, которые в значительной степени случились, потому что произошли успешные фишинговые атаки, есть всякие документы. Мне очень неприятно это показывать, но я это сделаю для вас, что вот, например, есть PDF-ка, в которой есть фонды, которые спонсируют организацию. Есть договоры и имена людей, которые занимают какие-то посты в этой организации. Есть там примерные их зарплаты, есть паспортные данные и так далее. Это очень неприятно. И я знаю, что несколько десятков людей были вынуждены уехать из России после того, как они осознали, что их данные оказались у силовиков в результате фишинговых атак. Несколько людей сели по госизмене за то, что фишинговые атаки случились. И иногда, и я даже скажу часто, исходя из того, что я знаю, взламывают фонд. То есть взламывают Европейский фонд, у него оказываются данные про людей, которые находятся на территории России. Люди на территории России оказываются в опасности. И если люди на территории России осознали, что информация о них оказалась у силовиков, то они быстро уезжают. Если они не осознали, то иногда это приводит к негативным последствиям. Как это технически работает? Самая простая, широкая технология такая. Например, мне, послушав этот, значит, мой рассказ небольшой, завтра напишет какой-нибудь человек и скажет, там, не знаю, Ольга передала контакт, вы вчера сделали сессию про фишинг, она была просто потрясающей, и мы бы хотели, чтобы вы сделали еще такую сессию для такой-то правозащитной организации. Я такой, я 5 лет этим занимаюсь, и мне так интересно помогать разным организациям, а вот с этой организацией я никогда не сотрудничал. Это интересно. И человек говорит, супер, и мы готовы оплатить эту работу, и еще у нас там остались остатки по фонду, по гранту, нам нужно их быстренько потратить, давайте мы вам заплатим побольше, и вы нам еще там как-нибудь потом поможете. Но не переживайте, нам главное потратить деньги, чтобы там фонд был нами доволен. И я такой, окей, слышу вас, окей, давайте так, я могу отработать все эти деньги честно, работаем. И мои гипотетические заказчики, заказчицы говорят, супер, есть такая тема, что это надо сделать сегодня, подготовить договор, потому что у нас там завтра уходит персона в декретный отпуск, короче, это будет невозможно, а нам нужно вот сегодня срочно это сделать, чтобы закрыть там отчетности и тра-та-та. Поэтому вот, пожалуйста, вам PDF-ка, заполните ее, пожалуйста, и присылать мне PDF-ку. Я открываю PDF-ку, и она на изображении. Ну, типичная PDF-ка для такого типа работы. И там написано, ну, грубо говоря, эта PDF-ка невероятно круто защищена, просто вау, протон, швейцарская защита, супер вообще безопасность. И чтобы открыть эту PDF-ку, надо нажать на кнопку. Я такой, окей, нажимаю на кнопку. Открывается сайт. Я такой, ну окей, надо, значит, это сделать. И я указываю туда, например, свои данные, логин и пароль. Указываю свой второй фактор из Google Authenticator, 6 цифр. И в тот момент, когда я нажимаю на кнопку «Зайти», силовики российские автоматизированно скачивают все, что могут найти в этой почте. Просто за минутку. И даже если я осознаю, что я был обманут в этой ситуации, я уже не успею отобрать у них данные до тех пор, извините, отобрать у них доступ до тех пор, пока они не скачают все данные, которые есть в этой почте. Потому что это не сайт Протона. Что такой дурацкий сайт, который к Протону
ну, не имеет технически никакого отношения. Изображение протоновское. В названии есть протон, это правда. И даже замочек стоит. Но это не протон. Это какой-то дурацкий сайт, который сделали силовики за 5 минут. И сейчас с помощью нейронных сетей, каких-то разных людей, мошенников, мошенниц, можно сделать такой сайт вообще за 3 минуты. Вообще не проблема, это очень просто делается. И такого типа атака работает с 22 года. Представляете? Уже 4 года силовики каждый день отправляют эти письма. И в моем кругу все организации, с которыми я работаю, так или иначе были под фишинговыми атаками. Иногда они имеют форму такой PDF-ки, иногда они имеют форму ссылки, иногда они имеют форму не вот такой истории с контекстом, но они имеют историю этого signal support сообщений. Типа, привет, в сигнале у вас все сломалось, вам срочно нужно перейти по ссылке для того, чтобы в сигнале все починить. Ну, то есть куча разных подходов для того, чтобы заставить человека нажать на кнопку и передать доступ или данные, которые не требовал, ну, не нужно было никому давать. И про это есть потрясающий репорт от Access Now, который был сделан в 2024 году, и мы тоже в нем участвовали. Я горячо рекомендую, если вам интересно, с ним встретиться. Другой вектор, который сейчас развивается, но еще не так массово, это дипфейки. И, к сожалению, на службе у Российской Федерации есть несколько людей, которые занимаются дипфейками, в частности, Lexus и Вован. Это пранкеры, которые много лет, наверное, уже больше десятилетия занимаются пранками, и они делают дипфейки. Проще всего и чаще всего они делают фейковые голоса, когда они звонят кому-то, представляясь кем-то еще, используя чужой голос, и это несложно сделать технически, ну, относительно несложно. Сильно проще, чем было раньше, скажем так. Также они используют видео, и был инцидент, когда они взломали толокно, кого-то еще, кого-то еще, кого-то еще, и там, в общем, люди наговорили всякой, ну, того, что не следовало говорить, как мне кажется. Но я не блеймлю жертв точно. Я про то, что сейчас такое время, когда силовики начинают использовать доверие, начинают использовать тоже чувство солидарности для того, чтобы получать доступ к тому, к чему они не должны получать доступ. И э, если вы хотите проверить, что перед вами реально тот человек, которого вы хотите видеть перед собой на звонке, вы можете попросить человека руку перед лицом поставить. И вот в тех местах, где палец пересекается с головой, пальцы, если это маска, то прямо сейчас на текущих технологиях будет видно настоящее лицо человека, если человек в маске, вот в этой deepfake оболочке. Если же человек реальный, как я, то будет видно мое лицо под руками, под пальцами. И тем самым вы можете прямо сейчас защититься от атаки такого типа. Будет ли это работать через полгода, не знаю. Но сейчас это работает. Как от этого можно защититься? В первую очередь можно опереться на Google Workspace. Это не очень интуитивно, но технически это корректно. Потому что Google Workspace, бизнес-уровня и НКО уровня, они дают самую лучшую защиту от фишинга, которая есть сейчас на Земле для почты. И если он правильно настроен, если у всех там обязательные вторые факторы, то это просто невероятно потрясающая защита, которую я горячо рекомендую всем использовать. И она много раз нас спасла в ЦЗПЧ Мемориал от инцидентов, когда люди получали фишинговые письма, где текст был написан просто идеально. Типа, просто там «Здравствуйте, Тимофей, мы видели вас вчера на вебинаре, так было все круто, а вот эта шутка была такая хорошая, ла-ла-ла, ла-ла-ла, спасибо, я так много узнал». Ну, в общем, стелет они очень хорошо. В этом смысле Google Workspace, он из-за того, что видит паттерны, видит контент сообщений, он может обращать внимание на то, что вот это сообщение фишинговое, и не позволять ему попадать к пользователю, к пользовательнице в ящик, или помечать его, что это фишинговое сообщение. Что можно делать дальше? Можно, ну, быть более наблюдательными.
И если мне, например, моя начальница напишет письмо в 11 ночи: «Тимофей, срочно пришли бюджет технического отдела за 26 год, нам нужно сдать его донорам», то я буду сомневаться, что это она. И это такой для меня немного антиавторитарный поворот, когда я, ну, в общем, буду сомневаться, если люди с таким, ну, как бы авторитарным настроем ко мне приходят и что-то просят, потому что обычно так делают люди, которые делают фишинг, нежели люди, с которыми я реально работаю или хочу работать. Но бывают иногда ситуации, когда реально, например, моей там, начальнице нужны какие-то доступы или данные и так далее. И что можно сделать тогда? Можно созвониться по другому каналу связи. То есть, например, она мне пишет в почте, а я звоню ей в сигнале и говорю: «Привет, это ты или нет? Я пока не понимаю. Давай поговорим». И мы говорим, шутим шутки. Я слышу, как работает смех, потому что смех сейчас достаточно сложно подделать, потому что смех у каждой персоны уникальный. Ну, это так тоже завтра уже не будет работать, условно, потому что это тоже как бы понятно, как технически решать. И по какому-то, ну, вот уже там по коммуникации я там понимаю, например, что это реально она, и тогда только передаю доступы или эту информацию. Ну и лучше всего, и то, что делают хакеры и хакерки десятилетия, это не доверять диджитал аккаунтам. Что хакеры и хакерки по всей земле, если они хотят реально передать конфиденциальную информацию или сделать какой-то доверенный контакт, обменяться рукопожатиями, они делают это в оффлайне, то есть просто при личной встрече. Когда, например, там они сканируют там QR-коды друг дружки, и тогда эти два телефона, они уже доверяют друг другу, и где бы они ни были, они уже доверяют друг другу. Но если один из этих телефонов куда-то исчез, и вместо него появился другой, то этого доверия уже нет. И им нужно встречаться снова вместе в оффлайне для того, чтобы их синхронизировать. Но это технические детали, которые мне интересны, и я хотел с вами ими поделиться. Также то, что помогло людям часто, по моей оценке, спасти жизнь, это сообщить друг дружке, если случился инцидент. Потому что бьют часто в людей, которые не очень технически как бы образованы, для которых это все сложно, но при этом у которых дофига доступов. И вот такая персона, например, понимает, что она была взломана только что. И у этой персоны есть, грубо говоря, два варианта. Под стол, как бы под ковер это затереть и сказать: «Ничего не было». Либо сказать своим коллегам: «Привет, сори, но вот это случилось». И второй вариант – это то, что нам нужно. Во-первых, чтобы спасти людей, которые могли пострадать, и даже осознание, что та или иная информация оказалась у силовиков, уже может спасти жизнь. И этот выбор, он помогает нам, как специалистам, специалисткам, practitioners по цифровой безопасности, понимать, как сейчас силовики атакуют, видеть новые паттерны и приходить с этими тренингами к широкому сообществу, что я делаю сейчас. В этом смысле, если вы понимаете, что вас взломали, пожалуйста, говорите об этом. Во-первых, коллегам, во-вторых, IT-людям, с которыми вы работаете или которым вы доверяете. Другой подход, который есть здесь в кармане, это не держать ничего важного на аккаунте. И мы к этому приходим, и я рад, что мы к этому приходим, потому что, опять же, хакеры и хакерки давно этим занимаются, и люди, которые делают очень опасные вещи, тоже давно этим занимаются. И когда у них на устройствах и на аккаунтах нет никаких следов взаимодействия. То есть даже если Proton, Google аккаунт, Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger Max, если что-то из этого будет угнано, то там не должно быть ни одного следа того, что какая-то коммуникация была. Ну, я про Messenger Max шучу шутку, сори. Там это невозможно. Но во всех других мессенджерах это возможно. Так что даже если российские хакеры и хакерки захватят Proton-почту, то можно сделать так, чтобы там не было ни одного опасного следа, который бы мог выдать что-то, что им интересно и зачем они сейчас гонятся. Вот. Это, кажется, все с моей стороны. Да, большое спасибо. Вот для тех людей, кто уже уехал и кто уже, может быть, создал свои организации за границей,
конечно, необходимо создавать тоже протоколы безопасности для организации, где вот эти прямо требования и инструкции о том, что если какая-то кризисная ситуация произошла, то немедленно нужно информировать коллег. Вот эти пункты необходимо туда вносить и действовать по инструкции, потому что любой протокол, как твердое перечисление каких-то обязательных пунктов, он, как вот Мария говорила, дает почву под ногами, когда мы знаем, что мы должны делать, да, в каких-то кризисных ситуациях. Ну, наверное, вопросы, если какие-то здесь в чате появились, мы, наверное, осветим, в смысле, ответят наши спикеры уже после того, как все выскажутся. А сейчас я хочу передать слово Наталье Синяевой, экспертке из ассоциации Never Again, «Никогда больше». Она нам расскажет о международных кампаниях солидарности с теми, кого уже репрессировали, как инструменте поддержки таких людей, инструменте защиты. Это, конечно, для нас всех очень актуально, особенно для движения защитников прав коренных народов, которые сейчас столкнулись вот с этой огромной волной репрессивной. И я хочу напомнить, что сейчас открыта запущена международная кампания солидарности с Дарьей Егеревой и Натальей Леонгард, к которой можно присоединяться, конечно, если вы находитесь в безопасности. И мы считаем своим долгом тоже распространять информацию об этом и участвовать в этой информационной кампании. Наталья, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, добрый день всем и спасибо большое, Ольга. Я хотела бы сначала тоже показать слайд, как будет план моей презентации сегодня. То есть у меня не будет слайдов, я буду просто рассказывать, но вначале я хотела бы это показать. И я скажу сразу с самого начала, что мои корни также связаны с разными меньшинствами, в том числе и с некоторыми меньшинствами из России. Это бессермяне, удмурты. То есть у меня тоже есть какая-то связь с этим. И кроме того, что я работаю в организации, связанной с организацией «Никогда больше», Never Again, я также представляю платформу «Меньшинство за мир», о которой я тоже расскажу сегодня в нашей презентации, так как это не имеет тоже непосредственное отношение к этой теме. И так вот будет выглядеть моя презентация. Она тоже основана на моем личном опыте, на опыте моих коллег, то, что мы делали тоже в других странах, и также на основе тех встреч и диалогов, которые мы проводили на платформе «Меньшинство за мир», тоже с разными экспертами из разных стран. И я хотела бы начать с трех ключевых понятий, которые важны, и сегодня об этом уже тоже вспоминали. И в первой презентации это, конечно же, изоляция, солидарность и видимость. И это очень важно. Очень часто, когда человек оказывается под репрессиями, то возникает ощущение полной изоляции, и как будто уже никто не может помочь, и нет никакого выхода из ситуации. И тут важно тоже понимать, что власть, она работает не только через институты и решения, она также работает через нарративы, через выборочную память, через замалчивание, через исключение из памяти. И в этом смысле сама память тоже становится пространством борьбы. И тот пример, о котором я тоже сегодня буду говорить, из Бангладеш, он тоже очень хорошо в это вписывается. И тоже российский контекст в это тоже вписывается. И часто при этом наша формальная власть, она ограничена или практически отсутствует. Но это не означает отсутствие действия. Именно в этот момент, это когда солидарность, она становится не моральной категорией, а практической защитой. И это тот момент, когда мы должны оставлять все опции открыты. И даже при ограниченных возможностях влияние не исчезает. То есть оставлять все опции открыты, и именно тогда начинает проявляться наша агентность, да, наша как бы сила, активность.
Солидарность– это часто, можем сказать, что это выражение поддержки, но на практике это гораздо больше, чем просто поддержка. Это прежде всего безопасность. И то, что вот сегодня тема этого вот вебинара, она очень хорошо в это вписывается, где государственная защита не работает. И это, как я уже сказала, это способ создать видимость, давление, ответственность. Это не только про то, что быть рядом, но именно про изменение условий вокруг самого человека. И это подводит тоже нас к общему вопросу, где вообще остается пространство для действий в условиях ограничений. И что означает действовать, когда нет гарантии справедливости. И из разных кейсов, из разных случаев, тут можно выделить несколько механизмов. Это видимость, когда дело становится публичным. И вот сегодня тоже Мария говорила об этом, да, и говорила о том, что когда возрастает вот это вот, становится дороже цена, да, этих репрессий. Международное внимание, даже закрытые системы, они тоже могут реагировать на внешний взгляд, включая механизмы ООН. И некоторые из самых значимых изменений происходят вне нашего поля. То есть мы этого, может, даже не видим. Коалиции, как совместные действия, они создают влияние. И именно коалиции, не сети. То есть тут очень важно тоже понять разницу, потому что сети, они просто обмениваются информацией. То есть мы все принадлежим к разным сетям, сотрудничаем, но вот именно коалиция, она действует, и очень важна синхронизация во всех наших вот действиях. Они могут объединять людей разных взглядов, политических, но их связывают, так как их связывает не только идея, но общие цели. И в коалициях, конечно же, ключевую роль играют люди, которые могут переводить, можно так сказать, между разными контекстами и помогать выстраивать доверие, между разными категориями. То есть это потом я уже тоже могу сказать, между дипломатами ООН, но и тоже полевыми активистами, да. И то есть это важно, чтобы была вот эта вот связь и умение находить контакты и связывать вот все эти линии. Коалиции, конечно, требуют времени, ресурсов, работы с разными ожиданиями. И важно тоже создавать коалиции, но также понимать, как они могут привести к реальным изменениям. Следующий пункт, который тоже очень важный, это документирование. Фиксация всех нарушений всего. Это защита, это уже о том, что мы думаем, что на будущее. И это тоже долгосрочно поможет нести ответственность за стирание каких-то информации из кейса, отрицание, искажение этого случая. Это не только защита сейчас, это уже мы на долго как бы в перспективе работаем. И я коротко приведу пример, чтобы показать, как именно в таких условиях сохраняется пространство для действия и агентности именно без формального влияния, в которой я тоже была вовлечена со своими коллегами из Бангладеш и из других стран. Мы работали в компании Шахриара Кабира. Шахриар Кабир – это очень известный светский журналист, писатель, правозащитник, и прежде всего он защитник религиозных меньшинств и коренного населения тоже в Бангладеш. Он арестован и находится сейчас вот в условиях серьезного риска для его здоровья и жизни. Мы немножко так о Бангладеш. Бангладеш получил независимость после войны с Пакистаном в 1971 году, которая сопровождалась массовыми преступлениями, совершенными пакистанской армией и местными коллаборантами. И Шахриар Кабир занимался документированием и исследованием этих преступлений, в частности, тем, чтобы привлечь виновных к ответственности за массовые преступления. То есть он создал гражданскую коалицию гражданских активистов, которые вот этими вопросами занимались. В 2001 году он был арестован первый раз за свою деятельность. И важно понимать, что его работа, она связана не только с конкретными делами, она связана с защитой религиозных меньшинств в стране и прежде всего индуистских общин, которые регулярно сталкиваются с насилием, дискриминацией и давлением. И вот когда вот была война за независимость в Бангладеш, то тоже были преступления, массовый геноцид. И вот именно индуистские общины, они были как бы одним из таких основных групп
которые пострадали. То есть в данном случае это не его индивидуальный кейс, а более широкие проблемы уязвимости самих меньшинств и коренных народов. И тогда в этом году тоже Amnesty International признала его узником совести. В 2024 году он был арестован уже в следующий раз, и практически за то же самое, когда происходит смена власти, меняются нарративы, и опять его осудили за то же самое, что было 20 лет назад, за работу с военными преступлениями, за то, чтобы была вот эта вот ответственность они понесли. И это было и он осужден по многим делам, ему предъявили множество убийств и также преступления против человечности. Там есть такой трибунал преступления против человечности, который был создан на самом деле, чтобы это местный, чтобы вот проводили расследования и осуждали вот этих преступников. Но вот он как бы парадоксально используется вот в данный момент совсем другим целям. И ему 75 лет, у него хронические заболевания и очень ухудшающееся состояние здоровья в тюрьме. И мы сделали параллельную работу по нескольким направлениям. И как мы строили вот эту международную коалицию, я бы так сказала, это прежде всего обращение к посольствам. Посольства, которые интересуются правами человека. То есть не каждое посольство ответит. И это мы убедились на своем опыте, то есть выслали письма в разные посольства. И очень важно обратиться к тем, которые действительно заботятся о правах человека. Это посольство Швеции, это посольство скандинавских стран, это Норвегия, Дания, посольство Канады, посольство Швейцарии, которые одновременно тоже работают по своим внутренним каналам с представителями ООН в самой стране и за кулисами. То есть это очень важно идти сразу во все посольства. И очень важна синхронизация, то есть обращаться ко всем сразу. И это дальше взаимодействие с механизмами ООН. Со спецдокладчиками ООН, и тут необходимо отметить, что нужно сразу работать с несколькими спецдокладчиками ООН, то есть обращаться к спецдокладчику по свободе слова, пыткам старших людей, то есть по правам меньшинств, в зависимости от того, какое дело. То есть это одновременно должно тоже быть связано с работой с разными спецдокладчиками. Информирование регулярное о состоянии здоровья, о положении в тюрьме на основании информации юриста, всех вот этих вот акторов, да, посольства, спецдокладчиков, публикация, медийное освещение, постоянное присутствие в средствах массовой информации на разных языках. Формирование международной коалиции, разных тоже представителей организаций, поддержка номинаций на международные призы, премии. То есть это один из способов, когда мы тоже можем обратить внимание на судьбу этого человека. Да? То есть искать различные международные награды, премии. То есть в частности Шахрияра Кабира мы номинировали на награду Frontline Defenders. И даже если его не выберут, то есть там одного человека из региона выбирают, а мы знаем Азия и другие регионы, там тоже очень много проблем, но мы таким образом все равно привлекаем внимание к нему. То есть это как бы нужно разные пробовать награды. Контакты личные через своих сетей знакомых. То есть это очень важно идти по своим разным контактам. И очень важна также работа с юристами, которые ведут дела в рабочей группе по произвольным задержаниям ООН. Так как рабочая группа ООН по произвольным задержаниям, она выдает юридическое мнение, на котором потом все базируется. Вот все, что мы можем делать дальше, связываться с посольствами, со спецдокладчиками, оно базируется на вот этом вот юридическом документе, который создает легитимность этого дела. И это очень важно вот в деле Шахрияра Кабира. Это было такое, потому что в Бангладеш было очень много тоже заключенных и сейчас, но вот это было первое дело, которое получило вот это юридическое мнение ООН. И это очень как бы сразу поднимает вес этого дела, кейса. И что это дало?
Также, когда мы пишем, связываемся со спецдокладчиками ООН, мы должны тоже понимать, что они включают это в коммуникации, официальной коммуникации с правительством. Это приватная коммуникация есть и официальная коммуникация, которая идет в правительство, и потом уже через какое-то время, через 2 месяца, она уже появляется официально, да, если не было никакого действия правительства, она уже доступна на сайте ООН. Это внимание международной прессы, это дополнительное давление на власти, и прежде всего это снижение риска тихого исчезновения, то есть нет человека, да, то есть это важно, чтобы человек постоянно есть на виду, мы о нем говорим, мы о нем пишем, и он о нем говорят тоже об этом другие на разных вот этих вот уровнях. И даже если мы его не можем освободить, мы можем изменить условия его содержания, предоставить медицинскую помощь. Именно вот это очень важно, если не можем немедленно освободить. И в случае с Шахряра Кабира это пока сейчас идет такой процесс, да, то есть это процесс, это задействованы очень многие слои, как бы уровни людей, и это как бы сейчас находится вот как раз в самом таком пике. То есть, если говорить языком безопасности, солидарность – это прежде всего механизм защиты. И вот такая международная коалиция, она очень важна. И для меньшинств и коренных народов это особенно важно, потому что формальные механизмы для них часто не работают. Они могут быть политическими уязвимыми, изолированными, невидимыми, то есть отношение к ним другое. То есть это поэтому очень важно, особенно уделять вот именно для них вот это такое внимание. И в этих условиях она вот именно создается через видимость и международное внимание, и международные коалиции. Это не устраняет риск полностью, но снижает вероятность, может снизить какой-то там процент вероятность тяжелого сценария насилия, исчезновения, смерти, полной изоляции. То есть это форма практической безопасности. И тоже очень важно, когда мы об этом всем говорим, тоже подумать об ограничениях. Солидарность, она, как я уже сказала, не гарантирует освобождение. То есть, когда мы это начинали, у всех как бы была такая мысль, что да, это приведет. Но мы видим, что это очень-очень долгий процесс. В случае Шахряра Кабира это длится уже 2-й год, но уже есть много вовлеченных актеров, много действия, и ни одна опция не остается закрытой. Здесь не будет быстрого результата, к сожалению, и это все тоже зависит от контекста. Но во многих случаях отсутствие защиты, солидарность означает, что человек просто остается без защиты, а нам важно, чтобы никто не остался без этой защиты. Да, власти, они на самом деле, они боятся, да, боятся такой солидарности, потому что это привлекает внимание к человеку, и когда человек становится невидим, да, то с ним можно сделать все, что угодно. И она разрушает вот эту вот иллюзию. Это тоже видно и на уровне систем, не только вот на случае индивидуальных. И тут можно, наверное, многие знают тоже случай апартеида в Южной Африке, когда международная солидарность, это санкции, это кампании, давление, они стали одним из факторов, который изменил систему. И это показывает, что солидарность может работать не только как поддержка, но как реальный механизм защиты. И тоже важно очень понять в данном случае между давлением и просто как бы шумом, да, если можно так сказать. Иногда давление проявляется не через влияние, проявляется не через усиление давления, а через сдержанность и точный выбор моментов. То есть не вся публичность, она работает одинаково. И есть, например, разница между просто, когда ты даешь посты на своих социальных сетях, индивидуально, там, твои друзья, это важно, но это не стратегическое влияние, да, и видимость. Поэтому это нужно очень различать. И во многих случаях проблема не в отсутствии условий, а в том, что усилия наши могут быть направлены не туда. То есть мы можем посвящать много времени, чтобы там давать разные посты, но очень важно понимать, что
нужно сосредоточиться на определенных моментах, на определенных людях и времени, да, то есть, как я уже это тоже говорила, время очень важно, да, то есть нужно тоже доходить определенные моменты, которые подходят, то есть, например, в случае с Шахриаром Кабиром это были выборы, это после выборов, да, то есть разные вот эти периоды. А, Это, да, это точная информация, понятные адресаты, коалиции, последовательность действий и синхронизация, которую я уже упоминала. То есть все это должно идти одновременно. И очень тоже важно понимать, кто говорит, и, как я говорила, тоже обращаться к каким-то личным контактам, даже пробовать через какие-то дипломатические контакты, выйти на известных людей, да, экспертов, это сразу поменяет восприятие, да, вот этого дела. И можно выходить даже за рамки правозащитных контактов. И тут такой пример, который мне кажется очень интересным. Вивьен Вестфуд, известный британский дизайнер, которая поддерживала дело Леонардо Пелтьер, который был активистом движения American Indian Movement, и который был арестован, был много-много лет, да, в 1977 году. Его дело считается как бы спорным, утверждение есть, конечно же, что он, и целый процесс, то это несправедливый, да, и Вивьен Вествуд, она как известный дизайнер мировой, она использовала свою публичность, она поддержала именно через создание какой-то линейки моды, вот именно поддержала вот этого узника, и это тоже была ее как бы поддержка более глобальная, такая в защите прав коренных народов, а также критика власти и судебной системы. И до сих пор, до сегодняшнего дня, эта компания, она остается одной из самых таких интересных, как это было использовано, чтобы привлечь внимание к нему. То есть она может быть, солидарность может быть креативной и выходить за рамки того, к чему мы привыкли, да, обычно. Да, и я уже говорила о временном факторе, это не одно действие, это процесс. Это процесс, который нужно поддерживать все время. Во времени все время внимание должно быть сосредоточено. То есть не выходить из процесса. То есть так как внимание может уйти, и буквально если ты сойдешь, то там может что-то уже произойти. Да? То есть это все время нужно быть в поле видимости. Это вопрос тоже не про быстрость, про способность действовать тоже в условиях неопределенности и ограничений. И часто не мы контролируем результаты, но мы можем влиять на сам процесс. То есть процесс тоже важный, и процесс может быть долгим, да, но он очень важный. Так как мы можем повлиять на повестку, мы можем, как я говорила, документировать какие-то искажения, да, которые уже происходят в самом процессе. То есть это тоже важно. И поэтому очень важно все время оставаться, быть начеку и оставаться в этом процессе. И практически, да, выводы здесь я хотела сказать, то начинать с фактов, документирования, объединяться, синхронизировать. Это, да, это прежде всего понимать тоже границы влияния и чтобы не выгореть. Есть такое понятие, да, burnout, потому что это, я думаю, что для нас всех, которые здесь собрались, здесь опытные правозащитники, это очень важно, чтобы этого не произошло. И поэтому нужно направлять усилия туда, где мы знаем, что это что-то даст. И сейчас я хотела бы коротко тоже отметить вот эту нашу платформу диалога меньшинства за мир, которая возникла как ответ на войну против Украины, которую мы создали на базе в Польше и Молдове. И это две страны, которые приняли больше всего беженцев из Украины. То есть Польша приняла больше миллиона, Молдова самая маленькая очень страна, но пропорционально она очень много приняла беженцев. Кроме того, очень много сейчас беженцев тоже политических из России, которые представляют коренные народы и меньшинства. Для нас важно, и тут я хотела бы сказать, потому что в нашем названии звучит слово «мир». И мы знаем, что сегодня понятие «мир», термин «мир», оно инструментализируется политически различными крайне правыми группировками. И в контексте, как мы понимаем, тоже войны против Украины тоже это используется. Да? Но в нашем понимании, вот наша концепция мира,
Это прежде всего справедливый мир и справедливость. То есть это очень чувствительный термин, и это нужно тоже понимать. То есть мы работаем в рамках проработки прошлого. Мы знаем, проработка прошлого это утверждена в 1997 году Комитетом по правам ООН, основана на докладе специального докладчика ООН Луи Джон по вопросам безнаказанности за нарушение прав человека, и она основывается, вот эта рамка, на 4 главных столпах. Это право на знание. Право на знание– это случай о пропавших без вести, установление истины через комиссии правды, создание исторических документов, архивы, все это вот это важно. Право на правосудие, право на возмещение ущерба и гарантии неповторения. Это тоже очень важно. И это у нас одна рамка, но мы еще туда включаем рамку положительного, позитивного мира, который тоже включает в себя столпы права на информацию, правосудие, открытого диалога без замалчивания сложных тем. И это, например, включает обсуждение сложных и чувствительных вопросов, таких как участие в меньшинствах, конфликтах. И, например, в последнем вебинаре мемориала, который очень интересный, который вы проводили, у вас выступала Александра, основательница фонда «Свободная Бурятия», которая говорила тоже о проблеме инструментализации меньшинств, инструментализации бурят в войне и как это влияет на формирование общественного мнения, дискурса. То есть встречи, которые мы тоже проводили, в рамках нашей платформы, они тоже мы там и разных представителей меньшинств и коренных народов приводили тоже из Украины, из России, где мы обсуждали именно такие чувствительные темы, которые нелегко обсуждать по разным причинам, да, мы это знаем. Да, и мы также представляли платформу на форуме меньшинств, и тут я хотела бы тоже обратиться, и это сегодня тоже упоминалось, да, что есть такая программа ВКПЧ ООН для меньшинств. То есть есть для коренных народов, об этом известно, да, но есть тоже отдельная программа для меньшинств. Она включает изучение тоже международных механизмов, мандата специального докладчика, системы ООН и сотрудничества с неправительственными организациями. То есть это важная программа именно для агентности представителей меньшинств, в которую хорошо бы участвовать, да, всем. Было 3 компонента: арабский, английский, русский, но на сегодняшний день остались пока только английский и арабский, то есть, но все равно есть возможность подавать и участвовать. И это важно, потому что она совпадает с форумом ООН по вопросам меньшинств, который одновременно подходит, и во время вот этой вот программы ты готовишься там выступить и представить свою позицию, представить проблемы, которые ты решаешь. И этот форум, который создан как платформа для диалога и экспертного вклада в работу спецдокладчика ООН по правам меньшинств. И это будет в этом году проходить с 26 по 29 ноября. То есть обязательно нужно заранее зарегистрироваться, потому что там очень много хотят участвовать в этом форуме. Ну, нужно заранее прислать выступления, да, это тоже, кто первый пришлет, это больше шансов, да. Но это очень важная платформа, я считаю, для меньшинств и коренных народов, и тоже из России, которые могут там еще больше показать себя и показать видимость именно своих голоса меньшинств. И заключение хотела бы как бы сделать такой вывод, да, такой как бы подсуммовать, что мы видим, что солидарность это не только как ценность, это просто конкретная работа, конкретные механизмы, видимость, международное внимание, коалиции, документирование. И особенно это важно для меньшинств и коренных народов, потому что именно они чаще всего оказываются в той ситуации уязвимости, и когда им недоступна вот эта вот поддержка сверху. Если посмотреть на кейс Бангладеш и на российский контекст, мы можем увидеть подобную логику. Репрессии работают через изоляцию. И именно солидарность может становиться критически важной. Она снижает, да, уровень риска, делает кейсы видимыми, создает давление, сохраняет пространство для действий. И это как бы не происходит само по себе, но мы должны это строить, да.
И очень важно, как мы делаем вот эту коалицию, это прежде всего связи между странами, да, между различными контекстами, ситуациями, работу с международными механизмами и постоянное удержание как бы внимания к этим всем делам. Как я уже сказала, хотела бы все-таки еще раз подчеркнуть, да, как бы мое последнее слово, которое в моем выступлении, это то, что это очень важно для коренных народов и меньшинств России, где изоляция часто усиливается именно отсутствием к международным площадкам и вот это вот отсутствием этой видимости изоляции. Потому что нету практически внешних каналов поддержки. И хотела бы именно поддержать меньшинство, да, и коренные народы России, и сказать, что вот существует много разных возможностей тоже, которые нужно просто использовать, как вот именно этот тоже форум по правам меньшинств ООН. Спасибо большое. Я немножко дольше говорила, чем планировала. Спасибо большое, Наташа. Вы нам, нашему разговору придали такой объем за счет примеров из довольно далеких от нас, казалось бы, стран, таких как Бангладеш или там, коренные народы Америки. Спасибо за этот международный контекст. Действительно, в наших компаниях солидарности, вот в частности в этой компании в поддержку Дарьи Егеревой и Натальи Леонард, используются, те, кто эту компанию продвигает, стараются использовать возможности и ООН, и спецдокладчиков, и привлекать коренные народы из других частей света для того, чтобы тоже участвовать и не дать этой проблеме, ну, чтобы ее забыли, да, чтобы все время она была как бы на виду. Я вижу, что здесь в чате есть некоторые вопросы, соображения, очень интересные. Большое спасибо тем, кто тут задавал вопросы. Ну вот, мне кажется, что вот есть такой вопрос, как обучать людей вот этой цифровой, так сказать, безопасности, которые иногда плохо знают русский язык, и тем более английский, и плохо понимают вот, в устройствах и в каких-то интернет-вопросах, как сделать так, чтобы снизить риски слежки и какого-то фишинга. И, может быть, это вопрос к нашим экспертам по цифровой безопасности и физической. И вот есть вопрос от Улана, что делать, если нету независимых СМИ журналистов, идет замалчивание преступлений. Но я бы здесь сказала, что тут большая ответственность лежит на нас, тех людях, которые находятся в безопасной ситуации, за пределами России, те, кто могут реально говорить открыто, да. Вот. Есть ли какие-то комментарии у наших спикеров, может быть? Пожалуйста, Тимофей. Да, спасибо. Да, я читаю оригинальный комментарий по поводу цифровой безопасности народа и так далее. Я бы не был так категоричен, по крайней мере, я оцениваю немного иначе. Тут написано, многие даже Google почту сами создать не способны. Я скорее считаю, что люди способны на все в каких-то условиях, в которых люди находятся. Что вы можете сделать? Вы можете быть для них проводником или проводницей к этим невероятным потрясающим технологиям. Это то, что нам нужно. И мне кажется, что на этом звонке, по крайней мере, я для себя считываю так, что, ну, горизонтальная поддержка и солидарность – это то, как мы стараемся делать процессы. Потому что, ну, людей, у которых невероятно, как бы, ну, невероятно большая экспертиза, типа меня, ну, нас очень мало. Нас, типа, по пальцам одной руки можно посчитать, которые говорят на русском языке. А людей, которые помогают друг другу, которые находятся в России, которые уехали, их, типа, тысячи, десятки тысяч и очень много. И в этом смысле, если вы сегодня про цифровую безопасность что-то поняли, что может быть полезно кому-то из вашего сообщества, из вашей организации, из вашей тусовки, то было бы отлично прийти и сказать: «Привет, я тут узнал, что против фишинга помогает Google Workspace или UBK или Passkey».
Давай об этом погуглим вместе, и, может быть, для нашей маленькой организации примем какие-то более точные решения. Мне кажется, то, что помогает. Вторая надежда у меня на то, что сейчас есть невероятно потрясающие нейронные сети. И барьер здесь финансовый. То есть, если у человека есть возможность купить Клод за $20 в месяц, то все остальные проблемы, грубо говоря, становятся сильно проще. Клод может переводить на много языков, даже на не супер популярные языки. Может быть, не так точно, как на сумма популярная, но достаточно точно. Клод может говорить то, что я говорю. То же самое, мы говорим одно и то же. Просто я вот человек, а Клод железка. Но технологии все те же самые. Двухэтапная аутентификация, парольные менеджеры, вы 1000 раз это слышали. И Клод в этой ситуации, или чат GPT платный, может вам помочь это установить на ваше конкретное устройство. То есть вы можете открыть Клод или чат GPT и сказать, у меня iPhone 16, я на тренинге слышал, что нужно поставить двухэтапную аутентификацию. Помоги мне пройтись по всем приложениям и установить там, где это возможно. И в 20 ближайших минут вы будете в хороших руках, воображаемых, делать улучшения своей цифровой безопасности. И ну, то есть точность, которую дают платные модели, она сейчас типа 95%, когда мы говорим про базовые и среднебазовые вещи. И в этом смысле это те разговоры, о которых мы говорим вот в рамках цифровой безопасности для некоммерческих организаций, у которых нет своих айтишников, айтишниц. И третья надежда, которая у меня есть, это, что в каждом коллективе есть одна персона, которая лучше всех разбирается. Всегда есть одна персона, которая всех лучше разбирается. Вот даже вот настолечко. И она может быть ответственной за это в вашем коллективе. Дайте ей немножко больше денег. Свяжите ее с людьми, которые ей помогут. Купите ей этот платный клод или что-нибудь еще. И опирайтесь на нее. Скажите там, не знаю, Тимофей, давай это. Вот я не знаю, как мне поступить, разберись. Пусть персона разбирается. Ну, понятно, чтобы у персоны был на этот там мотив, время, силы и так далее. И тогда этой технологии иногда называют технологией чемпионов или чемпионок, когда в каждом коллективе есть одна персона, и она несет ответственность как бы за цифровую безопасность внутри всего коллектива. Это не значит, что она несет ответственность за всех. Это значит, что она несет ответственность за то, чтобы знать новости, знать решения и по запросу давать эти решения своим коллегам. Вот, и это третья надежда, которая у меня тоже есть. Спасибо. Спасибо большое. Дима, вам слово. Да, спасибо. Я могу только согласиться и поддержать Тимофея. В нашей практике были люди 60-70 лет, и, конечно, когда дело касается экстренных случаев, когда нужно подготовить безопасную технику, безопасный телефон, когда нужно разобраться, как работают разные защищенные мессенджеры, и сделать это быстро, конечно, очень часто это тяжело дается людям. Но в таком случае мы, как правило, находим через сети солидарности людей, которые готовы на месте часть этой работы на себя технически забрать. Да, то есть подготовить это устройство самостоятельно, чтобы оно было для человека доступно всегда уже в готовом виде. Плюс максимально доступные, максимально простые пошаговые инструкции, не перегруженные какой-то лишней информацией, а вот максимально просто, без технических подробностей, что человек должен сделать, в какой момент. И, конечно, нужно находиться с человеком на постоянной связи для того, чтобы помогать, объяснять, давать какие-то дополнительные комментарии. И, как я уже говорил, любая экстренная ситуация – это вопрос вашей подготовки, подготовка, которая должна быть произведена намного сильно заранее. Поэтому если у вас есть коллеги, о которых вы знаете, что потенциально когда-то они могут оказаться под угрозой, лучше начать процесс подготовки сейчас, даже если он никогда не понадобится. И лучше, чтобы он никогда не понадобился, и лучше, чтобы таких ситуаций не происходило. Но, к сожалению, все больше организаций признают террористическими экстремистами, все больше людей попадают под этот риск, поэтому помогайте своим коллегам готовиться к таким ситуациям прямо сейчас, для того, чтобы они лучше ориентировались в том, как им действовать, если что-то такое произойдет. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас наше время подходит к концу.
Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор был полезен, потому что он охватил проблемы как тех, кто находится в России, так и тех, кто уехал. И о тех рисках мы говорили, которые перед нами встают, их все больше и больше, и они как-то все время обновляются. Мы вынуждены все время адаптироваться к каким-то новым негативным сценариям. Я надеюсь, что мы будем на связи. Может быть, если есть какие-то запросы на более специальные какие-то темы, чтобы мы как-то осветили более подробно какие-то аспекты, которые волнуют наших слушателей в сфере безопасности, как физической, так и цифровой, то мы могли бы, может быть, устроить в дальнейшем какие-то новые тренинги. Но я хочу сказать, что есть и другие организации, которые проводят тренинги по различным аспектам безопасности, так что надо следить за тем, что происходит у наших коллег, и, конечно, совершенствовать свою систему безопасности как личную, так и в организациях. Эта тема актуальна для всех, будь то люди, которые находятся в России, или те, кто вынужден был эмигрировать и, может быть, уже начал свою правозащитную работу или в личном качестве, или создавая свою организацию. Большое всем спасибо. Этот вебинар будет опубликован, так что можно рекомендовать его вашим коллегам и друзьям, чтобы они могли это посмотреть и, может быть, связаться со специалистами или с нами и думать дальше, совершенствовать эти все вопросы. Большое всем спасибо. Всего доброго.